Компания Hyundai Motor на международном автосалоне в Нью-Йорке провела мировую премьеру обновленного флагманского кроссовера Palisade. Новинка, которая доберется до российского рынка, получила переработанный дизайн, измененную отделку салона и цифровое зеркало заднего вида. При этом техническую часть оставили без изменений. Трехрядный кроссовер Palisade длиной 4980 мм дебютировал в 2018 году. Так что сейчас пришло самое время для планового рестайлинга. В экстерьере кроссовер стал еще более брутальным. Он получил новую массивную радиаторную решетку прямоугольной формы. Она имеет пластины и теперь схожа с новым Тусаном, Санта-Крузом и Кретой. Головную оптику тоже заменили, но при этом сохранили разделенные на три части вертикальные ходовые огни. Нижние секции сделали L-образными. Другими стали и бамперы. Сдвоенные патрубки выпускной системы отныне квадратные вместо трапециевидных. Кроме того, внедорожник получил боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением и новые 20-дюймовые колесные диски. Еще в перечень комплектаций моделей для рынка США добавили внедорожную XRT, как у Санта-Фе и Тусана. При этом никаких технических особенностей у них нет, только темный декор. В салоне поменялось рулевое колесо, графика виртуальной приборной панели, дефлекторы вентиляции, выполненные единой линией. Экран информационно-развлекательного комплекса вырос до 12 дюймов. Стал шире функционал BlueLink. Беспроводную зарядку для мобильных устройств увеличили с 5 до 15 Вт, а вместо портов USB-A установили USB-C. В списке опций появилось особо комфортное водительское кресло Ergo Motion и монитор в экране салонного зеркала, на который выводится картинка с камеры заднего вида. Для раздельных сидений второго ряда предложена вентиляция. Третий ряд имеет подогрев. Число подушек безопасности в базе увеличено до 9. Добавлены боковые аэрбэги на среднем ряду. Улучшен адаптивный круиз-контроль. Автопарковщик теперь активируется дистанционно со смартфона. А вот двигатель для Штатов остался прежним. Это 3,8-литровый 295-сильный бензиновый V6. Он сочетается с 8-ступенчатым автоматом и передним либо полным приводом. У машин с полным приводом появился дополнительный буксировочный режим Tow Mode, в котором муфта срабатывает с преднатягом, а коробка держит пониженные передачи. В родной Корее, а также на рынке РФ у модели есть 4-цилиндровый турбодизель объемом 2,2 литра, мощностью 202 лошадиные силы. Этот чугунный мотор заменит, скорее всего, на более современный двигатель с алюминиевым блоком. Рестайлинговый Hyundai Palisade выйдет на американский рынок этим летом. А вот сроки появления модели в России сейчас прогнозировать сложно. Как вы считаете, обновленный кроссовер стал выглядеть лучше? И не кажется ли вам, что передняя часть Palisade с двухэтажной оптикой смотрится намного гармоничнее недавно представленного флагмана BMW X7? Напишите свое мнение в комментариях. Друзья, также напомню, что в описании и закрепленном комментарии я оставляю ссылку на свой Telegram, Яндекс.Дзен, Рутюб и Контакт. Там можно найти еще больше контента и автоновостей. Переходите, подписывайтесь, чтобы не теряться, не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.